Беларуси разворачивается вширь и вглубь дело по поводу организации под названием «Белый легион». Дело, надо сказать, настолько шито белыми нитками и настолько абсурдно, что вполне может соперничать со всякими российскими известными случаями по поводу ловли покемонов в храмах и так далее. «Белый легион» – организация такого военно-патриотического направления, которая проводила тренировки и какие-то военно-спортивные игры. Ну вот я помню, у нас когда-то была такая игра «Зорница», например, по подготовке молодежи к службе в армии, подготовке будущих офицеров, военнослужащих. И действовала эта организация активно в конце 90-х годов. Основана была в 96-м году. В 2000 году, после того, как ее пошерстили немного, пошерстили ее по той причине, что помимо военной подготовки там еще был сделан акцент на белорусский язык, белорусские традиции и так далее. В общем, такая типичная подростковая военно-патриотическая организация. И в 2000 году эта организация закрылась. В 2000 году, то есть уже, можно сказать, 17 лет тому назад. И не было никакого этого Белого легиона. Потом, соответственно, Лукашенко понадобились какие-то новые жертвы, новые меры, новые кампании и так далее. Почему понадобились, кстати, важно сказать. Я как раз недавно был в Беларуси и много там общался с местным населением и обратил внимание на очень серьезные сдвиги в настроениях этого самого местного населения. В общем-то, можно сказать, что Лукашенко действительно до какого-то времени имела в Беларуси довольно серьезную поддержку среди так называемого простого народа. Правозащитники, диссиденты, оппозиция, естественно, существовали, интеллигенция тоже существовала и тоже была не в восторге от Лукашенко, но тем не менее большинство белорусов относились к батьке по-доброму, поскольку существовал некий социально-политический контракт между Лукашенко и большинством белорусских людей, который сокращенно назывался «шкварка и чарка». То есть, что мы вам даем вкусно поесть и в волю выпить, а вы, ребята, стойте в стойле и особо не рыпайтесь. Сейчас этот контракт завершился, поскольку экономическая ситуация в Беларуси довольно тяжелая, цены сильно выросли, в том числе и с деноминацией белорусских рублей. И отношение к Лукашенко сейчас сильно изменилось. Контракт этот явно уже больше не действует. И те же самые люди, которые еще 3-5 лет тому назад мне говорили, что Лукашенко это очень даже подходящий вариант, и что они себя неплохо чувствуют, все хаяли Лукашенко как могли. То есть социальной поддержки Лукашенко в Беларуси реально лишился. И главная его поддержка теперь, так же, как в типичных диктатурах, это силовики, то есть армия, спецслужбы и так далее. Вот это та социальная, так сказать, с позволения сказать, база, на которую теперь опирается Лукашенко. Никаких там этих миллионов трудящихся, пенсионеров и так далее, которые раньше его боготворили, уже нет. Ну и поскольку ситуация изменилась, потребовались Лукашенко новые трюки. Вот вспомнили про Белый легион. Тут же были в лучших традициях КГБ устроены провокации. То есть сначала вышел какой-то текст якобы от имени Белого легиона, призыв к оружию. Потом был какой-то мнимый прорыв на джипе с территории Украины с вооружением. Потом выяснилось, что никакого прорыва вообще не было, и джип вообще шел с территории Беларуси. Ну и под это дело тут же посадили пару десятков человек. Еще в отношении некоторых тоже начали уголовные дела. В общем, 33 человека находятся под следствием по делу о Белом легионе. Да, ну и естественно, абсолютно так же, как у нас в России, пошли всякие публикации под названием типа «Белый легион. Черные души», «Имя им легион» и так далее. Какие-то телевизионные фильмы разоблачительные, как у нас про Навального. В общем, все делается для того, чтобы убедить население в том, что на самом деле этот Белый легион – это какие-то вооруженные бандформирования,
парамилитарные группы, готовящиеся к свержению существующего строя и так далее. На самом деле ничего такого нет. Оружие обнаружили только учебное. Якобы у одного из участников Белого легиона нашли автомат Калашникова, и то это подвергается серьезному сомнению, поскольку нашли его в машине и через несколько дней после его ареста. Получается, что машину при аресте не обыскали. Как-то это все очень сомнительно. В общем, идет это дело Белого легиона в Беларуси, и теперь очень важно, каким образом пойдет судебный процесс, будет ли он гласным или негласным. Естественно, надо было бы, чтобы он был гласным, чем он закончится и насколько вообще вся эта история поможет Лукашенко. Думаю, что не прибавит она ему очков у белорусского населения. Наверняка понравится коллегам из России, которые такие дела тоже очень любят. Ну а что касается до Запада, то тут, конечно, схитрил батька. Расчет на то, что если правозащитникам и диссидентам Запад всегда сочувствует и покровительствует, то в данном случае речь идет не о правозащитниках и не о диссидентах, а якобы о вооруженных военных террористах, боевиках и так далее. А к ним на Западе тоже относятся плохо. Так что выверено, в принципе, все довольно четко. Посмотрим, чем закончится это дело. Хотя, я повторяю, организация «Белый легион» была распущена и фактически, и де-факто, и де-юре не существует с 2000 года.